Надо привести в порядок мысли. А то мне хочется кого-нибудь ударить. Не надо, Танечка, ударять. Потому что ничего не получается, как хочется, понимаешь? Все идет через одно место. А что не получается? Да все на этой неделе не получается. Мы сейчас едем присматриваться к керамической плитке для ремонта в нашем туалете. И еще не выбирать, потому что, честно говоря, задача не из простых. Почему? Потому что очень яркая получается стена из эпоксидной смолы, очень яркий потолок из нержавейки, очень яркий сам по себе комод из мишуры и смолы. И вот какую можно выбрать плитку? По-хорошему, кажется, лучше сделать контрастное, да, может быть, даже не плитка, а что-то такое грубое, типа необработанного бетона. В общем, мы приглашаем вас с нами посмотреть, какие есть варианты. И если вы напишите в комментариях, может быть, как вы видели бы сочетание этих, я не знаю, сюжетов в одной маленькой комнате, мы будем вам благодарны. Может быть, это нас наведет на какую-то мысль. У тебя красивая прическа сейчас. Слушай, ветер так поддувает, очень круто. Так, друзья, в общем, поехали. Покажем вам наш замечательный рынок строительных материалов. А еще мы зайдем обязательно в классное кафе там покушать. Мы очень любим это заведение, потому что там по-домашнему очень вкусно, и там работает очень доброжелательный персонал. Ну, вот это классная, да. Красиво, кстати. Слушай, интересно, да? Вот представь ее. Она очень в тон к комоду, кстати. Слушай, ну она комод сольется прям с ним. Стена вот такая вот. Что-то типа бетона. Слушай, а если мы делаем что-то типа бетона, тебе надо, ну, невыразительное из плитки, может нам какую-нибудь самим фактуру сделать, вообще без плитки? Я не исключаю, что так может быть. Я пока присматриваюсь, вдруг какая-то идея придет. Скажем так, мы сюда за вдохновением приехали. Потому что я пока вообще не понимаю, какая там может быть плитка на стенах с учетом такого количества очень ярких и разных деталей. Это вот тоже все плитка. Хорошо, когда есть выбор. Так, пошли в яркие. В яркие интерьеры. Слушайте, как красиво. Вот, Таня, смотри. Вот эта плитка очень интересная. Очень под крутая дерево. плитка. Разверните мне все, пожалуйста. Вот это классная, да? Да тут все классное. Вот это крутая. Ты посмотри, какое роскошество. Какая потрясающая синяя плитка. Очень крутой пол. Так мы же синюю уже смотрели. Помнишь, ты хотела, говорила, классная, а мне не понравилось. Она классная, у нее цвет красивый, неоднородный такой. А, мне не понравилась цена, что она там Да, стоила. тебе цена не понравилась. Следим за осанкой. Нормально сейчас? Прекрасно. Устраивает тебя? Красивый мужчина, великолепный, А то даже талантливый мужчина, сгорбатиться нельзя. красивый мужчина. Да. Хочу показать потрясающую плитку. На мой взгляд, под дерево она великолепна. Так мы ж не эту хотели, другую. Какая разница? Я хочу ее просто показать, потому что она красивая. Посмотри, какая классная штука. Ты видишь? Что? Капли, видишь? Очень классно. Из смолы можно сделать такие.
Ну, это понятно. но на всё плитку накидать. равно красиво, если освещение правильно направлять. Здорово. Гля, вот такое я люблю. Слушай, Ну вот это я понимаю. мозаика какая красивая. Вот это красиво. Красиво, очень красиво. Ну под оникс еще ничего. Сейчас можно Мне тоже. хочется яркого, насыщенного, чего-то необычного. Потому что мы родились осенью, и нам близки яркие и необычные цвета, потому что осень — это время ярких, глубоких красок. Ну что, пошли хавать? Да, идем кушать. Друзья, застряли в пробке. Очень хотим скорее попасть домой, потому что нам еще надо доснять в гараже. Мы хотим рассказать про температурный режим при работе с эпоксидной смолой. Очень много вопросов продолжает поступать, и мы дадим обязательно ссылку на наш ролик «Вся правда о работе с эпоксидной смолой». Обязательно ссылочку оставляем. Пожалуйста, кому интересно, кто начинает работать, у кого, может быть, какие-то есть пробелы в опыте. Мы там поделились своим опытом. Проходите, смотрите, все разъяснили, субтитры на все языки настроили. Пожалуйста, берите, учитесь. Греется наша соседская кошка у нас на крыльце. Насколько важен температурный режим при работе с эпоксидной смолой? Сейчас вот осень, впереди зима. В помещениях, где люди работают со смолой, холодает. Соответственно, это влияет на изделие. Да? Да, короче, очень много вопросов, как мы заливаем, ну, такие большие объемы одним разом, то есть не слоями, а вот просто вот там по 30 сантиметров вот мы заливаем. Да, мы, короче, работаем со смолой, которой можно заливать, ну 7 сантиметров без каких-то там сильных последствий, но... То есть она предназначена для этого, для объемных заливов? Да, но ей можно заливать и больше, то есть вот такие вот тут здесь сантиметров 12 толщина получается. Но все зависит от температуры в помещении. То есть, если, к примеру, в помещении очень жарко, то даже 6 сантиметров она начнет кипеть, то есть пузыриться. Если в помещении, ну, допустим, там 15 градусов, ну, вот зимой, когда вы заливаете, в помещении в гараже обычно там, ну, градусов 15 вы нагреваете, то можно залить и там 25 сантиметров, и она не закипит. Но все равно это лучше делать, если ты уже, в общем-то, опытный мастер. Естественно, если опытный. Значит, я в помещении, при работе со смолой, она же должна быть не ледяная, чтобы смешивать ее. Соответственно, я ее там разогреваю до 23 градусов, там, допустим, как в помещении. Смешиваю, начинаю заливать. Заливаю там, допустим, ну вот большой объем. Там можно, кстати, вставить картинки, какие мы заливали. И все, я помещение охлаждаю до 16 градусов, то есть 16-15. Соответственно, процесс вот этот, когда вступает смола в реакцию с отвердителем,
он уже, когда она холодная, он медленно идет этот процесс, и, соответственно, смола не закипает. Вот у нас был случай стол-перец. Мы заливали тонкослойной смолой, которая там, ну, сантиметр можно заливать. Мы заливали где-то 2 сантиметра, и в доме было, ну, прям жара. И оно моментально начало кипеть. И я вынес это на снег, положил на снег. Как раз была зима. Да, положил на снег, и все, и реакция прекратилась. То есть она начала медленно застывать. Соответственно, регулируя температурный режим в помещении, можно регулировать толщину слоев. Вот у нас есть стол, который мы заливали. Подожди, но ты же не можешь, допустим, смолой для маленьких заливок, допустим, до сантиметра, залить вот такое? Ну, конечно, нет, естественно, нет. Ну, допустим, если, соответственно, конечно, нужно использовать смолу для объемных заливок, но у нее тоже есть предел, у смолы объемных заливок. И когда ты заливаешь слоями по 7 сантиметров, вот, допустим, такой объем нужен. То есть главный смысл заключается в том, что если вы работаете в жарком помещении, то смола может, даже если не нарушен слой, моментально закипеть. И начнется вот такими волнами. и даже если в помещении холодно, да, то смола будет застывать медленно. Иногда это нужно для изделия, для процесса. Ну, медленно, конечно, чем холоднее в помещении, тем смола застывает медленнее. Некоторые, как вот новички думают, вот они залили смолу, пришли на следующий день, им она уже должна быть твердая, как бы уже обрабатывать. Но это нет, она еще дня 3 должна Набрать твердости набрать. То есть, как бы, если дадите жару, она быстрее наберет. Ну и когда смола закипает, она, соответственно, желтеет изделие. Это тоже надо понимать. Да, естественно. Вот мы заливали объемный, сейчас покажем стол огромный, одним разом. Но это было летом. И как я там вентиляторы ставил и обдувал, и все равно она не закипела полностью, но пузыри пошли уже. Вот. Вот этот стол мы делали, эта заливка здесь сколько, 50 сантиметров на 50 сантиметров или 60 на 60, я уже не помню. И все, вот этот объем залит одним разом. И вроде все шло нормально, но в какой-то момент все, пошла реакция, потому что летом это было. Видео на этот стол мы сейчас дадим. Да, если бы это было зимой, все было бы нормально. Но я там ставил, обдувал вентиляторы, но все равно, вот они, как кипение пошло. Иди покажи. Вот она начала закипать, вот такие пузыри начинаются, вот они. Вот можно отсюда даже подснять. Вот они видны. Вот видишь, вот эти вот пузыри. Все, это начинает, начало кипение пошло, и пошли вот эти пузыри. Нам этого не нужно было, конечно, но вот так случилось уже все. Много, килограмм 60, наверное, смолы, или 70, это все за один раз заливалось. Вот такие вот толщины здесь. Но если бы это было зимой, этот стол бы, он не закипел бы. Потому что я не смог вентиляторами охладить, то есть не успел я ее. Как понять, что смола закипает? Она горячая становится? Она становится, прям руку подносишь, сразу чувствуешь, тепло пошло. И она начинает... И там прям дым. Да, прям иногда дым. Кстати, вот сейчас мы дадим ссылку на наше старое видео «Вся правда о работе с эпоксидной смолой» для начинающих мастеров, кому будет интересно. На все языки мира субтитры переведены. Посмотрите, там все нюансы и про температуры в том числе. Много примеров. Кстати, мы там даже на смоле жарим яйцо, вот на закипающей смоле. Кратко резюмирую, что регулируя температурный режим в помещении, можно регулировать толщину заливки. То есть залил... Но лучше не экспериментировать. Почему не экспериментировать? Допустим, я вот поясню, в чем разница. Когда толстослойная смола, допустим, 10 сантиметров ей можно заливать. Но человеку нужно залить вот такой вот куб, допустим, да? Угу. Если его заливать по 10 сантиметров, ты как ни старайся, переход слоев, он будет виден. То есть при определенном углу это будет видно, что это слои. Спокойней. Я не могу спокойней. Кому нужно целое, то есть не слоями, он хочет целое. Зачем эти слои? Они видны. Регулируйте, охлаждая его. Некоторые даже мастера делают целую систему охлаждения водяную, чтобы объемные заливки охлаждать. Понимаешь? Кстати, вот этот стол, он светится. Сейчас покажу.
Вот. Ой, красота какая. И очень многие наши подписчики написали, что даже вот эти пузыри добавили пикантности, как будто этот шар солнце упало в воду и закипела вода. И на столы, которые, где мы перец заливали, тоже там как раз таки вот у нас закипела столешница, но снег нам помог спасти изделие. Да, то есть как бы вынес, все, охладил, все будет нормально. Но это опять же опыт. С первого раза, с маху, вот такое залить, ну, очень как бы новичку сложно будет. А тот, кто уже по чуть-чуть, если вы хотите научиться, делайте какие-то с маленьких каких-то вещей. Всё. Так что это вот шар, это вот Эрклёс, стекло такое цветное. Красиво очень получилось, на самом деле, очень красиво. Но нам нужно было, конечно, весь эффект. Почему люди там, ой, да так круче с пузырями, все такое. Но задумка дизайнера была совершенно другая. То есть вот эти кубики, которые... Покрыты нержавейкой. Они покрыты нержавейкой. И, соответственно, они должны были... Отражать блики вот этих... Да, и дать такой эффект какой-то, ну... 3D. 3D. А получилось, что все вот эти пузыри, которые внутри... Они помешали. Да, они все испортили полностью. То есть всю задумку, вот они, вот смотри, вот здесь видно. Вот эти пузыри. То есть всю задумку они испортили вот этих вот, ну... То есть все, ради чего вот эти кубы создавались, там работы, мучений было, все было испорчено. Ну, а так, конечно, можно сказать, что да, круто и с пузырями, ну... Да, то есть самое главное, чтобы мастерство получить, нужно просто отдать все силы тому, что ты делаешь, пока не получишь то, что нужно. Прекрасно. То есть нужно 100 раз сделать заливку, прежде чем она у тебя там получится. Или там у кого-то с первого раза. Ну, в общем, не опускайте руки. Да, кстати, многие спрашивают про чертежи, там все такое, когда мы что-то делаем. Ничего, у нас никаких чертежей нет. Мы ничего не чертим. Никаких на бумаге, практически ничего. Все делается из головы. Таня придумала, мне сказала. Я тут же сразу начал делать. Отдавайте все силы тому, что вы делаете. Важно, блогер ты, столяр ты, кто ты там, художник, дизайнер, кто угодно. Выстрелит только тот, кто отдаст все. Наступила осень, солнце нас редко балует своим появлением, и иногда настроение такое же серое и дождливое, как погода за окном. Чтобы не увязнуть в этом грустном состоянии, мы напоминаем себе о том, что у нас есть всего лишь один день, сегодня и сейчас. У нас уже нет вчера, и никто не может гарантировать, что будет завтра. Поэтому мы думаем о том, что бы мы могли и хотели бы сделать сегодня для себя и окружающих. Мгновенно появляется ощущение скоротечности времени, и ты уже не хочешь тратить время на пустые действия и мысли. Ты выделяешь главное. Сегодня ведь это уже многое. Правда? Поделитесь в комментариях, как вы справляетесь с моментами грусти и печали, когда накатывает хандра.